Всем привет! Это дополнение к уроку номер 2. На уроке 2 мы рассматривали две строчки, которые я выделил сейчас. Значит, в еде равняется штука или еде равняется банка и проф 1 равняется 2. В кавычках. И та же самая команда, но без кавычек. Первая команда, которая с кавычками, показывала Ctrl-Shift-F9 две строки. А та же самая команда без кавычек показывает Ctrl-Shift-F9 17 строк. В чем отличие? Отличие в приоритете выполнения команд. Точно так же, как в математике, в SQL тоже есть приоритет команд. Рассмотрим математику. Значит, в математике какой приоритет? Сперва выполняется операция в кавычках, потом идет операция умножения деления, потом идет операция сложения вычитания. Так вот, в SQL тоже идет приоритет первым в кавычки, потом вторым идет приоритет команда AND, что означает умножение, и третьим приоритетом идет команда OR, что означает плюс, логическое сложение. А AND это логическое умножение. Ну вот математики. 1 плюс 1 равняется 2. Тут вопросов нет. Потом 1 плюс 1 умножить на 2. Сколько будет равняться? 3. Почему? Значит, сперва идет по приоритету умножение. 1 умножить на 2 равняется 2. И потом идет сложение. Умножаем сначала. 1 умножить на 2 равняется 2. И прибавляем единицу. Получается 3. Если же появляются кавычки, то в математике приоритетом сначала идут кавычки. 1 плюс 1 равняется 2. И умножаем на 2. Получается 4. То есть приоритет сперва кавычки, потом умножение деление, потом плюс-минус. Точно так же и в SQL. Сначала приоритетом кавычки, потом оператор AND, потом оператор OR. Ну вот и смотрим. Значит, в первом примере приоритет кавычки. Значится, выбираем из таблицы значение, где проф 1 равняется 2, и при этом единица измерения может быть штука или банка. Вот оператор M. Выполняем эту команду. Ctrl-Shift-F9. Показала две строки. Значится, проф 1 равняется 2, так и есть. А единица измерения может быть либо штука, либо банка. При этом же, когда проф 1 равняется 2, должно выполняться еще одно условие. Единица измерения штука, либо банка. Вот единица банка, либо штука. Если мы выведем всю таблицу, показала две строки только. Выведем сейчас всю таблицу. Ctrl-Shift-F9. Вот. Ищем, где проф 1 равняется 2. Вот первая строка. Проф 1 равняется 2. Верно? Верно. И при этом должна выполнить условие. Единица измерения штука, либо банка. Тут что у нас? Комплект. Значит, не подходит. Эту строку не выведет. Следующая строка. Проф 1 равняется 2, да? А единица измерения какая? Банка. Подходит?
Да, банка подходит. Ее выведет. Следующее. Ищем строку, где есть 2. Вот она. Двоечка. Проф1 равняется 2. Единица измерения что у нас? Штука. Подходит? Да, подходит. Единица штука может быть. Вот поэтому вывела только 2 строки. Одну исключила и 2 включила. Ctrl-Shift-F9. Вот 2 строки. Теперь рассмотрим эту команду. 9 строк. Смотрим, какой приоритет. Приоритет должен быть следующий. End сперва срабатывает. То есть то, что я выделил. Значит, единица измерения должна быть равняться банка. И prof1 должно равняться 2. Выведем эти все значения. Сперва срабатывает это условие. Вот end. Значится, единица измерения равняется банка. И при этом prof1 равняется 2. Сколько таких покажет строк? Ctrl-Shift-F9. Одну строку показывает, видите? Prof1 равняется 2 и единица измерения банка. Вот одна строка. Это вот первое данные, какие вводятся. И потом по приоритету идет OR. То есть единица измерения равняется штука. Сколько таких значений выведется? Сейчас посмотрим. В еде равняется штука. Ctrl-Shift-F9. Точку запятой забыли поставить. Ctrl-Shift-F9. Вывела 16 строк. Пожалуйста, видите, тут везде еде равняется штука. Таких 16 строк. А в первом одна. Ctrl-Shift-F9. И в первом одна. Итого получается, значит, вот эта строка выделенная. По приоритету сперва выводит данные вот эти вот. ED равняется банка, nprof1 равняется 2. А потом действует оператор OR. Или ED равняется штука. Выводятся данные эти, или ED равняется штука. То есть, в общем-то, вот эту вот команду, чтобы не было путаницы, она аналогична вот этой команде. Сейчас мы ее запишем. Мы проставим просто скобочки, чтобы был понятен приоритет. Приоритетом тут сперва идет end. End команда срабатывает. То есть вот это вот кавычка 1, кавычка 2. Сперва это срабатывает, видите, что в кавычках. А вторым срабатывает оператор OR. OR. Значит, мы можем либо кавычки не ставить, либо можем поставить кавычку. Вот тут кавычку и здесь кавычку. Вот. Значит, срабатывает сперва оператор AND, а потом срабатывает оператор или штука. Вот. Выводим эту же команду. Ctrl-Shift-F9. Что показывает? 17 строк. То есть вот эта вот строка номер 7 аналогична строке номер 8. Согласно приоритету. Сперва в кавычках. Приоритетом являются кавычки. Потом оператор AND. Потом оператор OR. Вот на этом урок и закончим. Дополнительный к уроку номер 2. Мы как бы разъяснили, в каком приоритете
используются в SQL кавычки и оператор AND и OR.